Поможет ли личное банкротство не платить ипотеку? Часть ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации, например, при потере работы, пытаются поправить свои дела при помощи процедуры личного банкротства. Насколько это эффективно, удастся ли банкроту сохранить имущество и какие риски его поджидают? Поэтому в случае, когда должник настроен сохранить за собой имеющееся жилье и избежать переселения, ему нужно вести себя так, чтобы у кредитора не возникло возможности доказать описанные выше обстоятельства. Кредиторам же наоборот есть смысл искать в действиях должника признаки недобросовестности. Дополнительная защита. Существует ряд обстоятельств, которые могут сыграть, если не решающее значение в попытках должника сохранить имеющееся у него жилье, то в совокупности склонить чашу весов в его пользу. Жилье давно в собственности. При прочих равных обстоятельствах данный факт, конечно, будет учитываться в пользу должника. Но все же основное значение для изъятия имеет не то, что должник владеет собственностью давно, а то, что данное жилье было приобретено за чужие активы, а обязательства погашены не были, при этом были сохранены накопления, на которые и куплено жилье. Как раз такие обстоятельства и легли в основу дела, по которому была подана жалоба в Конституционный суд РФ и в 2021 году вынесен обсуждаемый всеми судебный акт, разрешающий продажу жилья. Количество проживающих. Количество людей, проживающих совместно с должником в единственном жилье, имеет существенное значение для суда. Показатель влияет на оценку единственного жилья должника с позиции его чрезмерности, а также на возможность предоставления должнику и членам его семьи пригодного для проживания жилья после обращения взыскания. Какое жилье кредитор предлагает взамен? Важно помнить, что кредиторы не могут просто выгнать должника из дома. Если они намерены обратить взыскание на единственное жилье, то у них есть обязанность приобрести ему другое взамен на средства от продажи, и качество этого жилья имеет значение для суда. Так, если жилье, предлагаемое кредитором взамен существующему, находится в той же местности, однако вокруг существенно менее развита инфраструктура, это может быть признаком ухудшения условий жизни должника. Помимо перечисленных обстоятельств, место регистрации, обучение детей, количество человек в семье, стоимость жилья в аналогичных объектах, в суде должнику необходимо доказать, что это жилье обеспечивает ему право на достойную жизнь. Сюда могут подойти любые разумные аргументы: удаленность жилья от места работы должника, от места отдыха, лечебных учреждений, других мест, в которых должник и его семья проводят время. Следует понимать, что удовлетворение требований кредиторов – это правильно, но это не должно повлечь кардинальное изменение уклада жизни должника и тем более членов его семьи. Проживает ли там сам должник? Данное обстоятельство очень существенно, так как речь идет о единственном жилье должника. Даже статья 446 ГБК РФ, которая является как раз гарантом защиты единственного жилья гражданина, указывает, что такое жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Следовательно, если должник уже проживает у родителей, то у него есть альтернативное место проживания и на его единственное жилье может быть обращено взыскание. Сумев доказать все эти обстоятельства, должник существенно повышает свои шансы сохранить единственное жилье, так что опасения, что после резонансного решения экс-должники обречены на бездомное существование, не соответствует действительности.